Друзья, всем привет! С вами канал StableDiff. Я подготовил многофункциональную схему для перевода видео на различные языки. Эта схема может переваривать достаточно большие многочасовые видео и состоит из нескольких блоков, которые вы можете, в принципе, использовать и по отдельности. Первый блок – это транскрибация речи. Здесь у нас используются модели и специальные узлы, которые я написал для Giga AM модели. Эта модель от российского разработчика, обучена на русской речи, и, соответственно, эта речь транскрибирует из аудиозаписи очень неплохо. Многофункциональный узел, который поддерживает диаризацию говорящих, то есть понимает, кто говорит, и делает им определенные метки. Также временные метки там доступны и различные разбивки, чтобы потом LLM-ка не захлебнулась, скажем, по видеопамяти, когда это все будет обрабатывать. Следующим этапом будет идти LLM-модель, которая будет немножко корректировать то, что транскрибировала модель Giga AM, потому что это обязательно нужно, и это нужно делать по определенному словарю, потому что может быть очень специфичная какая-то тема, которую модель может и не понимать, либо там немножко неправильно некоторые слова определять, и нужно их обязательно будет поправить с помощью определенного словаря, который мы загружаем. Но это я вам сейчас все потом покажу. Потом идет LLM-модель, которая будет переводить на любой язык, который вы захотите, то, что вы там получили. И в конечном итоге мы это все переозвучиваем и подгоняем тайминги под определенные временные интервалы, которые у нас заданы при транскрибации. И соединяем нашу дорожку с исходным видео и получаем видео с переводом. А кому такая схема может понадобиться? Если вам не нужно видео переводить, возможно, вы студент, либо в принципе какие-то совещания проводите, да, вам может понадобиться транскрибатор русской речи, он реально очень эффективен. Если у вас есть лекция на 3 часа, скажем, которую вы на смартфон там где-то записали, и хотите из нее сделать, например, какую-то выжимку, да, либо потом определить, скажем, через поиск, через обычный блокнот найти просто на какой минуте кто что там говорил, да. То есть вы это реально можете сделать после транскрибации. Вы можете транскрибацию закинуть в какую-нибудь LLM-модель и получить выжимку из этой лекции, основные моменты, основные тезисы, все самое важное. И можете сохранить исходные, скажем, речи, которые говорил преподаватель там, либо лектор. Также транскрибатор, который поддерживает большие видео или большие аудио, имеется в виду тоже. Можно, кстати, и видео, и аудио закинуть. Я специально многофункциональный узел подготовил, который переваривает все. То есть вам не нужно там менять эти узлы. Прям закидываете аудио либо видео, она переваривает и то, и другое. Вы можете, например, какое-нибудь совещание взять, да, у вас будет транскрибация совещания и с диаризацией говорящих, то есть кто что говорил, потом если кто-то что-то говорит, что я это не говорил, вы можете по времени просто через поиск в тексте это найти и показать, на какой минуте и какой персонаж при совещании это рассказывал. Вы можете сами придумать, для чего это вам нужно. Можете там из YouTube видео какие-нибудь загружать, транскрибировать, потом выжимку делать. И основной, конечно же, функционал этой схемы – это перевод видео. Если вам эта тема интересна, поставьте лайк, подпишитесь на канал и давайте начинать. Если вы новичок, не знаете, как установить ConfUI, а сейчас мы будем это все делать именно в ConfUI, это многофункциональный веб-интерфейс, то посмотрите вот это вот видео у меня на YouTube, я ссылку на него дам в описании. А там же в этом видео есть ссылка на мою портабельную сборку, которую достаточно просто распаковать, и вы сможете уже пользоваться ConfUI. Но видео нужно обязательно посмотреть, чтобы понимать, что это хоть такое, да. Все будем делать в ConfUI, поэтому давайте переходить, наверное, в ConfUI. Смотрите, вот такая вот схема, она достаточно большая, кажется, но здесь у нас есть раздвоение просто по LLM-моделям. Это LM Studio, а это Ollama. Я сделал специально выбор из двух моделей. Почему? Потому что Ollama поддерживает онлайн-модели. Если у вас слабая видеокарта, а здесь для редактирования вам понадобится все-таки посильнее немножко модель. Для перевода можно очень слабую модель использовать. Там 1.8B, она на всех практически видеокартах потянет. А вот для редактирования большого текста вам понадобится модель все-таки посерьезнее. И чем текст будет сложнее, тем модель нужна получше. Поэтому вот моделью, скажем, 4B вы с ней отделаетесь. Нужна модель помощнее, но у вас будет даже 3 варианта. Первый вариант это LM Studio, второй Ollama. Ollama поддержит онлайн-модели, бесплатные, вы можете ими пользоваться, достаточно мощные модели. И есть третий вариант, я подготовил специального бота на Gemini,
который, ну, вообще отлично, скажем, ваш текст отредактирует. То есть там специальный системный промпт, но этот системный промпт вам нужно будет все равно корректировать под себя, под вашу специфику, которую вы будете, ну, переводить. У меня специфика определенная, это искусственный интеллект, у вас, возможно, будет специфика совершенно другая, там право, закон, либо экономика, может быть, что угодно, может быть, техника какая-нибудь. Вот, вам нужно будет обязательно подкорректировать системный промпт. Но это я, наверное, на Бусти просто приложу небольшой дополнительный ролик по работе вот с этим вот ботом, то есть как там системный промпт забивается, как вообще этот бот подготавливается. Но в целом вот эта схема, она автоматизирована. Здесь никаких сторонних сервисов не нужно, типа Gemini. То есть работает все прямо из коробки, запустили, получили в конце результат видео. Итак, друзья, чтобы у вас все вот эти вот узлы установились, а здесь я написал достаточно много узлов, чтобы эти многочасовые видео загружать, чтобы сшивать эти видео, также чтобы транскрибировать на вот этой модели GigaM, вам нужно будет поставить два пакета узлов, которые я подготовил. Это вот такой вот пакет узлов, ссылка будет в описании под этим видео приложена. Ну и на Boosty, конечно же, будет очень подробная инструкция, как обычно. А здесь вы нажимаете код, нажимаете копировать, переходите в Conf.ui, нажимаете менеджер и install via git URL. Ctrl-V, вставляем то, что мы скопировали, .git, это должно заканчиваться обязательно, нажимаем confirm и дожидаемся установки этих узлов. А далее вам нужно будет перейти в Conf.ui, в ваш корневой каталог Conf.ui и Custom Nodes. Здесь мы находим Conf.ui Orcs, можете их сразу удалить, потому что мы сейчас поставим их заново, лучше удалить, чтобы не было никаких проблем, никаких дубликатов там не было. А также теперь вот сюда вот переходим GigaAM, который мы только что установили, заходим внутрь и нажимаем дважды по вот этому bat-файлу install requirements.bat. У вас будет установлена вот такая вот и вот такая библиотека. Это обязательно необходимо, чтобы эти узлы у вас правильно работали. Итак, теперь заходим во второй репозиторий orgs, который мы сейчас удалили из Custom Nodes. И нажимаем здесь опять же зеленую кнопку, нажимаем копировать, переходим в Conf.ui, нажимаем менеджер, нажимаем install via git URL, Ctrl-V. Нажимаем Confirm. Все, теперь после копирования узлов нажимаем Restart, Conf.ui перезагружается, и у вас все должно быть уже в порядке. То есть красных узлов у вас быть не должно. Если таковые красные узлы у вас есть, обязательно откройте консоль, найдите ошибку, которая у вас отображается, она у вас где-то там сверху должна отображаться. Скорее всего, какой-то библиотеки, ну какого-то пакета Python у вас нету. Если вы найдете эту библиотеку, которая у вас не установлена, нажмите Command здесь дважды из корневой папки Conf.ui и напишите здесь pip вот так вот install. И дальше название пакета, который вы там нашли, который необходимо установить. И все, нажимаем Enter, этот пакет устанавливается, заново Conf.ui загружаем. Вот, но надеюсь, что у вас все установится. В принципе, я вроде бы там для GigaAM все подготовил, для Orcs Nodes там особо-то ничего такого не надо. Но все, всякое может быть. После того, как вы все это сделаете, красных узлов у вас быть не должно. А схему эту вы сможете на Boosty найти, вы ее можете закинуть вот так вот в Conf.ui. Но смотрите, вы можете, в принципе, посмотреть, как это все здесь устроено. Основное это вот эти вот узлы, которые я вам сейчас показал, как установить. Там все самое необходимое есть. И для большинства задач вам, возможно, просто хватит вот такого узла GigaAM для транскрибации. То есть здесь буквально один узел, он ставится из репозитория, и ну какой-то там схемы-то особо-то и не нужно. Но в остальном вы сейчас все равно все в любом случае увидите, я думаю, это будет полезно. Так, начнем мы с первого узла. Смотрите, вот этот узел для загрузки видео либо аудио. Это многофункциональный узел, который принимает на вход и MP4, и MP3, и WAV формат. Ну, короче, такой всеядный он. Вот, вам достаточно просто закинуть вот сюда, вот перетащить прям вашу видеодорожку, либо аудиодорожку, не имеет значения. Отпускаем, он начинает считывать, причем многочасовые дорожки он поддерживает. То есть многочасовое видео вы можете сюда закинуть, и он не захлебнется, потому что если вы закинете многочасовое видео даже просто вот так вот в Conf.ui, да, вы вот такое вот окошко красиво не получите, у вас там просто будет пусто, потому что многочасовое видео, многообъемное в Conf.ui так просто не загружается. Этот узел, кстати, можете использовать, в принципе, для аудио, там, различных подрезок, вот так слева-справа можно подрезать, можно прям конкретное время задавать, сколько вы слева или справа хотите отрезать, ну, можете это применять, да, но если вы многочасовое видео загружаете там, ну, либо, скажем, даже более 5 минут, то вот эти подрезки, если работать не будут, и предпросмотр, скажем,
прослушивания, оно тоже здесь работать не будет. Но это особенность просто Confi-UI. В принципе, вам это особо не нужно, оно будет. Но маленькие дорожки легко проигрывать, то есть можно легко подрезать, там здесь промотать, прослушать. От большого видео требуется только просто, чтобы он его прочитал, хотя бы загрузил, и он это делает. А далее мы используем вот такую вот модель Mel Bond Reformer, который будет отделять вокал от различных других звуков, потому что нам отсюда нужно выделить именно вокал. Мы его выделяем с помощью вот такой вот модели и потом подаем в GigaAM. Это специальный узел, который вот мы только что установили из моих узлов. Этот узел может делать транскрибацию речи. Я его специально затачивал для того, чтобы потом переводить, чтобы делать диаризацию. Давайте посмотрим, что здесь в принципе есть. Смотрите, здесь вам нужно будет, очень важно, это Hugging Face токен иметь. Для первого запуска будет скачиваться модели официального репозитория. Соответственно, вам нужно будет перейти на официальный репозиторий. Так, давайте перейдем на репозиторий для начала, да. Вот GigaAM, вот такой вот у них репозиторий, я вас просто познакомлю, что это за модель, вы здесь сможете прочитать про нее. Это страница разработчика, вот здесь же есть все модели необходимые, но они скачаются у вас при первом же запуске, если вы здесь введете Hugging Face токен, и его нужно будет ввести. Также скачается еще вот такая вот модель для диаризации, и сюда нужно уже будет обязательно зайти и принять вот здесь соглашение. Видите, я здесь его принял. Чтобы это соглашение принять и принять это все здесь правильно, то вам нужно обязательно зарегистрироваться. Вы вот сюда вот нажимаете, здесь создаете аккаунт для Hugging Face. Это сделать нужно будет обязательно. После этого переходите в Access Tokens. Здесь будут отображены все ваши токены. Нужно будет, естественно, под паролем сюда войти. Вот я сейчас вошел, да, Access Token. Смотрите, нужно будет нажать Create New Token, выбрать Read именно для чтения, придумывайте какое-то название, там, например, Confi-UI, там, раз, два, три, сейчас временно просто, да, я его создам. Нажимаю, к примеру, Create, вот он ваш токен, вы нажимаете Copy, копируете его, можете его где-нибудь сохранить, больше вы его уже не увидите, он будет у вас теперь здесь всегда в скрытом варианте, вы его можете только удалить, создать новый. А сейчас вы его скопируете обязательно, чтобы его потом вставить, да, и скачать эти модели. Но можете лучше где-нибудь записать, чтобы потом, если когда вам понадобится, его заново, не создавать много раз. Нажимаем Done, и вот у нас создался новый токен, да, мы теперь идем вот сюда вот в этот узел и вот сюда его просто вставляем. Нажимаем ОК, вставили. Смотрите, это нужно будет сделать только один раз, чтобы скачать модель для диаризации и модель GigaAM. Сохранится это у вас все в Hugging Face Hub. А вот если вы пути не меняли в переменных средах, то она будет где-то, наверное, в вашем пользователе находиться. На Boosty я приложу вам инструкцию, ссылку на эту инструкцию, как там это все поменять, как в Windows в переменных средах этот токен сохранить, да. Но в любом случае здесь вам его нужно будет ставить, чтобы скачать эти модели. То есть здесь нет привязки, по-моему, к переменным средам. Ну, не помню, делал я, не делал, но лучше ставить его. Итак, здесь у нас есть разные модели. Вот эта вот модель самая лучшая, которая верхняя V3 и RNN-T. На официальной страничке разработчика можете почитать про эти модели. Вот это более быстрая модель. Тоже хорошая, но более быстрая, немножко попроще. Эта модель там не поддерживает, по-моему, временные метки, что ли, или еще что-то такое. Вот, и это, соответственно, тоже, это более старые модели. Лучше скачать сразу вот эту самую верхнюю модель, она самая лучшая, в принципе. Вот, но вот это немножко быстрее просто будет. В принципе, если скорость так очень быстрая, я думаю, не нужно будет каких-то там ускорений. Лучше просто самую хорошую модель скачать и выбрать вот эту. А лонгформ по умолчанию включен, означает, что может модель переваривать аудиодорожки более 20 секунд, а мы, скорее всего, будем большие дорожки переварить, поэтому лонгформ лучше всегда оставлять включенным. Хуже, в принципе, от нее у вас не будет. Далее, Word Time нужно будет включить, если вы хотите временные метки. Временные метки — это вот такие вот записи. Будет означать, что у вас есть пометка, в какой промежуток времени это все сказано. Если вам нужно просто, скажем, транскрибировать речь и потом с ней там как-то обработать ее, скажем, в LLM сделать какой-то сжатый текст по ней, то вам вот эти временные метки не нужны, поэтому тогда вы их просто отключаете и все. В нашем же случае они, естественно, нужны, потому что мы будем делать переозвучку видео. Далее, sentences. На какое количество предложений это все разбивать? Что это значит? Смотрите, если мы разобьем на единичку, да, на одно предложение, в том случае у нас будет временная метка для вот этого предложения, дальше будет временная метка для вот этого предложения и для вот этого предложения отдельно.
А почему вообще этот функционал сюда добавил на 3 предложения, по умолчанию здесь выбрал? Дело в том, что русский, там английский даже уже язык могут очень сильно по длине произношения, смысловой вот этой нагрузки, которая здесь написана, могут не укладываться. То есть у вас может быть речь на английском языке просто как, знаете, вот по радио, когда рекламу говорят, прям что нужно быстро поговорить, то есть там будет просто невозможно это слушать. И в некоторых случаях вы можете говорить достаточно быстро, да, на русском, а потом вы можете говорить немножко медленно. Чтобы это немножко усреднить, и чтобы это все усреднить, я выбрал 3 предложения. Как правило, 3 предложения получается при переводе на английский достаточно плавно, без всяких там резких ускорений больших. Следующий момент, смотрите, если вы будете делать субтитры для YouTube, например, это, я как говорил, многофункциональная схема, вы здесь можете что угодно вообще, в принципе, с ней делать, а вы можете здесь поставить 0. Это будет означать, что мы на предложение не разбиваем, мы это игнорируем, и мы будем разбивать, например, на слова. И нам нужно, например, чтобы в одной временной метке у нас было 5 слов. А смотрите, это будет непригодно для перевода, то есть для подготовки дорожки на английском языке, например, из русского, да, и будет непригодно. Почему? Потому что незаконченное предложение, естественно, перевести корректно это у вас все не получится. Это будет пригодно именно для субтитров. А субтитры, ну, скажем, целыми предложениями на YouTube, как правило, не встречаются. То есть там несколько слов, может быть 5, 7, там может быть 10 слов, ну вот край, наверное. И здесь это потом с помощью LLM-модели можно нормально восстановить, ну, сделать, скажем, поправить, да, вот, например, вот Stable Diff, вот так вот он распознал, но, естественно, LLM-модель по словарю она это поправит как надо. И субтитры для YouTube, они будут корректные, будут правильные. Это чисто вот для YouTube такая фишка. Кстати, если у вас здесь, например, стоит 5, да, а вот здесь стоит 2, то это означает, что разбиения на предложения будут приоритетными. А вот этот вот функционал будет уже игнорироваться. То есть под 5 слов он разбиваться не будет. Будет разбиваться по 2 предложения. Сделано так, если вам что-то не нужно, просто переводите на 0, чтобы уже там не путаться. А вот в данном случае нам нужно 3 предложения, и мы не будем здесь разбивать на слова. А дальше переходим. Chunk Tokens. Это очень важный функционал для того, чтобы потом обработать это все на локальные модели LLM. А вот этот текст, как вы видите, да, ну, есть какие-то неточности. То есть он некоторых терминов не знает, где-то мы произносим что-то нечетко. Соответственно, модель, она не может это понять, хотя транскрибация очень хорошая, как я говорил, русского языка. Модель реально справляется ГигаАМ очень хорошо. Она на русском тексте все-таки обучалась. Вот. А здесь мы разбиваем на количество токенов, которые допустимы в одном отрезке. То есть мы разбиваем вот этот весь текст гигантский, да, ну в данном случае у нас маленький текст, а может быть несколько часовой, там практически полкниги. И в этом случае мы разбиваем каждый отрезок на 3000 токенов, чтобы LLM-модель просто не захлебнулась. Она не переварит большое количество токенов у вас на входе. Здесь вы еще можете учитывать, что 3000 токенов кажется немного, но там есть и входные токены, как бы есть и размышления модели, ну и так далее. То есть там может быть контекст достаточно большой. Даже при таком вот объеме может быть достаточно большой. Вам, возможно, понадобится и меньше разбить. В этом случае понижайте просто разбиение. И ни на что это не повлияет, на качество не повлияет. Разбиение в любом случае на вот эти вот токены, она идет по предложениям. То есть не будет такого, что на пол предложений там через запятую где-то все это обрежется. Это на самом деле очень важно. Если у вас обрежется это вот, скажем, по запятой вот так вот, то нормально это уже все ну, как бы распознаваться не будет, потому что незаконченное будет предложение, а дальше будет начинаться с какого-то обрывка, соответственно, LLM может не понять. И, скажем, модель для перевода может тем более это все не понять, что у вас там вообще написано. Поэтому здесь разбиение очень важно, идет именно по предложениям в любом случае, неважно, сколько вы там токенов выбрали, то есть до конца предложение дойдет и потом разобьется. Я вам сейчас покажу, как это все на большом тексте работает, что значит это разбиение на чанки, да, чанки это куски, короче, то есть разбиение на куски, то есть как это все выглядит вообще, вы сейчас все увидите уже дальше. А дальше highlight word, это означает, что каждое слово будет прям подсвечиваться специальным таким выделением. То есть, и, соответственно, у вас будет вот этот тайминг для каждого слова вообще. То есть, если у вас там, какое-то небольшое такое вот короткое видео для YouTube, там, для Рутуба, и вы хотите ставить субтитры, где вот каждое слово там, вот вы наверняка такое видели, желтым там прям подсвечивается, прям все, что говорит
персонаж там в этом видео, то вот этот функционал, вы просто его включаете, и у вас каждое слово будет подсвечено. Соответственно, такие субтитры потом нужно будет специальную программу ставить, которая могут эту подсветку потом реализовать. Ну и последняя здесь тема – это диаризация. Если вы хотите, чтобы модель распознавала еще и кто что говорит, и чтобы потом это переозвучить различными голосами, то мы включаем диаризацию. Смотрите, на время это, в принципе, транскрибация как-то сильно не влияет, вы это можете включить, но если у вас говорит один человек, этого ни в коем случае делать нельзя, будет просто ошибка. То есть включайте только тогда, когда у вас реально есть два человека, которые разговаривают в этом видео либо аудио, имеется в виду в аудио, конечно же. Вот, у вас будет пометка двух вариантов, либо вот такая, либо вот такая. По умолчанию я выбрал пометку для Cozy Voice, я здесь буду использовать для переозвучки именно Cozy Voice, но вы можете любую совершенно модель использовать, там и OmniVoice, я, естественно, здесь покажу, как и OmniVoice подключить, там она у меня тоже будет подключена в этой схеме, но на Boosty я приложу вам ее отдельно, эту схему, чтобы вы просто не путались, потому что у некоторых OmniVoice там так просто не ставится, там каких-то библиотек не хватает. А почему я вообще выбрал здесь Cozy Voice, да, вот сейчас перейдем немножко, наперед, так вот забежим, почему именно Cozy Voice, а не OmniVoice я вам предлагаю. Дело в том, что намного стабильнее Cozy Voice работает. Да, качество звука хуже, клонирование голоса тоже хуже, но точность произношения лучше. Поэтому, чтобы была стабильность, чтобы получился стабильный какой-то результат, я здесь выбираю именно Cozy Voice. Вы можете совершенно любую TTS-модель использовать. Завтра выйдет новая TTS-модель, пожалуйста, прямо вот сюда ее подключайте. Схема многофункциональная, поддерживает эти вот различные модификации потом в будущем. То есть я надеюсь, что она быстро не состарится, но не должна, по крайней мере. И давайте вернемся к диаризации. Здесь у нас есть еще две функции. Минимальное количество говорящих и максимальное количество говорящих. По умолчанию 1-2 стоит, соответственно, либо один, либо два говорящих. По сути дела, два говорящих. Здесь это означает, одного нельзя использовать, будет ошибка. Вот если один говорящий, обязательно выключайте, иначе словите ошибку. Вот если у вас есть 3 там или более говорящих, можете их включать. И потом, соответственно, переозвучку тоже можно будет сделать на несколько говорящих. Но обращайте внимание на то, какую модель вы будете использовать. Если у вас будет, например, Cozy Voice, то 4 говорящих здесь максимум. Если используете OmniVoice, там есть и до 10 говорящих можете использовать. Поэтому тут зависит уже от TTS модели, которую потом будете это все переозвучивать. Итак, давайте посмотрим. Вот такая вот у нас транскрибация получилась. Он вполне есть неплохо транскрибирует. Смотрите, два вот таких вот текстовых поля стоит, вот это и вот это. Почему? Потому что здесь у нас целиковый текст, который выходит, он выходит вот из этого вот отдела, а вот отсюда выходит уже с разбиением на чанки. А в данном случае у нас 3000 токенов нигде не превышено, поэтому разбиение на вот эти вот части текста здесь не произошло, и в этом случае у нас целиковый текст. Итак, переходим к следующему этапу. Теперь, когда у нас уже есть транскрибированный текст, нам его нужно как-то подправить. В любом случае, вы сами видите, да, если есть какие-то специфичные слова, которые либо некорректно были произнесены, не точно, да, либо, мы не хотим слово «супер» по русскому языку, хотим, на английском языке «супер», как оно правильно написано должно быть. Вот для этого существуют LM-модели, которые нам могут это позволить сделать. В первом варианте мы будем здесь использовать LM Studio. А вот такая вот у нас группа большая, да, но в этой группе у нас и переводчик на LM Studio, и также корректор транскрибированного текста. Смотрите, вот такой вот мы здесь узел используем, я его поменял, если у вас уже установлены мои узлы, обязательно их обновите, но удалите и установите заново. Почему? Потому что эти узлы оптимизированы именно под большой текст были. Когда я их изначально создавал, я, естественно, с большими гигантскими текстами-то что-то не работал. А здесь вот многочасовые тексты, когда были, естественно, вылезли, некоторые проблемы, которые до этого не вылезали, о себе знать не давали. Поэтому эти узлы я примерно так неплохо подкачал. То есть они работают сейчас лучше, стабильнее именно с большими текстами. Так, что мы здесь будем использовать? Во-первых, я предлагаю использовать хорошую модель для именно редактирования текста. Модель должна понимать, о чем здесь речь, и, соответственно, 4B никакие здесь не подойдут, даже 8B тоже не подойдет. 12B может работать, но нестабильно. Бывают ошибки. Если вы не хотите потом это все перечитывать, а большой текст перечитывать очень сложно, лучше использовать сразу нормальную большую модель. Но вы сейчас не расстраивайтесь, потому что Gemma 4.26B, наверное, не у всех у вас заработает. Это не проблема на самом деле, потому что я предусмотрел, скажем, этот момент и добавил вот сюда вот такие узлы OLAMA,
которые поддерживают Cloud, облачные модели бесплатные. Вот. И Gemma 31B тоже есть, она тоже поддерживается. Ну и, в принципе, другие модели с этим тоже справятся. Любая вот из этих моделей больших с вашим текстом, скорее всего, справится. Давайте пока на примере вот LM Studio сейчас все разберем. А важный момент здесь – это системный промпт. Системный промпт должен быть вот примерно такой какой-то. Здесь обязательно должен присутствовать словарь. Вот в моем случае у меня, как правило, контекст про искусственный интеллект. Для себя я написал вот такой системный промпт. Здесь словарик вот такой вот, он небольшой, с некоторыми словами, которые используются. Бусти, да, если вот он слышит какие-то бусти там или еще как-то, чтобы он бусти вот так кто писал и так далее. Здесь outpaint, там различные inpaint, ну, то, что может быть как проблемы при транскрибации, здесь должно быть учтено и вот в этом словаре обязательно прописано. Вы можете прямо так через запятую нажимать и добавлять там различные другие слова, которые вы, например, захотите. Супер там, да, и так далее. То есть в этот словарь прописывайте все эти слова, чтобы они откорректировались так, как вам нужно. Далее, здесь, смотрите, у нас стоит auto-unload, это включена автоматическая выгрузка этой модели. Почему? Потому что дальше у нас пойдет там какая-то другая работа с другими моделями, но стоит обязательно здесь unload delay 1 секунда. Если это не сделать, то при большом тексте, когда вы будете использовать именно большой текст, и у вас будет разбиение на вот эти вот чанки по 3070 токенов, да, то в этом случае у вас будет разный текст, который будет подаваться в вашу LM-модель по очереди. Если здесь вы не поставите там ждать секунду до выгрузки модели, то у вас эта большая модель будет каждый раз выгружаться, загружаться, выгружаться, загружаться. А вот этих разбиений у вас может быть достаточно много. В этом случае это у вас будет очень долго все работать. Поэтому стоит хотя бы 1 секунда, можно 2 секунды поставить до выгрузки модели, то есть будет отчет какой-то происходить. Если задание новое пошло, да, новая часть текста поступила в эту модель, то она не выгружается и работает заново. Вот это ускоряет процесс существенно. Ну а также некоторые проблемы тоже уходят, потому что если в момент, скажем, выгрузки модели у вас заново подается на нее задача, то, как правило, будет ошибка. Вот это исключает как бы возможные ошибки при автоматической выгрузке. Но автоматическая выгрузка тоже нужна, мы ее не можем отсюда отключить, иначе нам придется эту схему как бы запускать этапами, то есть это неудобно. Вот далее давайте перейдем. Здесь у нас есть 2 вот таких текстовых блока. В первом блоке мы будем видеть как раз-таки текст с разбиением на вот эти вот промежутки, на вот эти чанки. А дальше мы будем видеть текст, который будет уже сшит в единое полотно. Вот это вот сшивание – это очень быстрый процесс, там буквально секундный. Если вам нужно будет взять весь текст целиком, а не вот из этих кусочков потом его надирать, то вы просто вот здесь Ctrl-A, Ctrl-C копируете его и вставляете. Это гораздо удобнее для этого. А вот это вот текстовое поле здесь и вставлено. Итак, переходим немножко правее. Здесь у нас тоже переводчик на основе LM Studio. А здесь мы выбираем вот такую простую модель. А у меня на YouTube было вот такое вот видео про эту модель. Здесь вы можете про нее почитать. Очень неплохая модель при условии ее размера. Да? Это модель 1.8B. И для перевода она работает прям вообще колоссально быстро, моментально буквально. Очень мало потребляет видеопамяти. Но если вы хотите что-то лучше, конечно же, можно использовать другие модели. Вы можете использовать ту же самую, например, Gemma 426B. Эта модель, естественно, будет лучше, наверное, справляться. Но, в принципе, вот по заявлению, по крайней мере, разработчика, 1.8B очень неплохая модель, несмотря на то, что она такая маленькая. Своей маленькой задачей перевода она справляется очень неплохо. Но нужно понимать, что эта модель очень мало информации в себе содержит, и какой-то контекст глубокий она может не понять. Но, как я говорю, у вас всегда есть выбор, вы можете здесь любую модель, хоть онлайн, да, выбрать, но в LM Studio онлайн нет, а вот в LM там онлайн у вас есть. Сейчас мы дальше потом посмотрим на это. Вот на выходе, опять же, мы здесь видим текстовое поле, которое у вас будет с разбиением на вот эти вот части, на чанки, то есть это будут отдельные такие текстовые поля с кусочками текста, а здесь у вас будет, опять же, сшитый текст в единое полотно. Если вам нужно будет этот переведенный текст весь целиком скопировать, то есть нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C, и там уже потом его как-то используем, вставляем. Этот узел абсолютно такой же, как и вот этот вот узел. Соответственно, выгрузка модели тут все абсолютно так же работает. Я здесь также выставил 1 секунду до выгрузки, да, поскольку мы будем чанками различными частями этот текст подавать, чтобы выгрузки досрочной как бы не происходило и вероятной ошибки тоже не появилось. В качестве системного промпта здесь используется вот такая вот группа. Я здесь не стал использовать
свои пресеты, да, вот перевод на английский язык. Дело в том, что здесь я не стал просто плодить вот эти вот пресеты на различные языки. Они, в принципе, редко используются и такие специфичные. Здесь я добавил специальную группу, поскольку здесь нам нужен именно перевод. Я добавил такую группу, здесь специальный узел написал. Вы можете прямо так Enter, например, поставить. Да, давайте я вот обратно сейчас верну. Прям Enter нажимаете и вставляете, ну точнее, и пишите, например, здесь японский язык. Соответственно, вы добавляете в список японский язык. Чтобы выбрать нужный язык, прямо так стрелочкой здесь щелкаете и выбираете нужный язык, на который вам нужно будет это все перевести с помощью вот этой вот второй LLM-модели. Ну, например, я выбрал английский язык, он подсвечен зеленым, вы если не перепутаете. Системный промпт выглядит вот так вот. Здесь подменяется как бы вот это вот слово на тот язык, который вы здесь выбираете. В принципе, все. Вот такой маленький системный промпт, его вполне есть достаточно для того, чтобы вот эта вот небольшая модель переводила на нужный язык правильно. Итак, давайте немножко опустимся вниз. Здесь у нас есть еще и Ollama, я их добавил, потому что, ну, в принципе, кто-то пользуется вообще Ollama, не любит там пользоваться LM Studio, кто-то, наоборот, LM Studio использует. Я, например, люблю LM Studio. И также, если у вас слабая видеокарта, а вам хочется хорошую, мощную модель использовать, вам нужна вот такая вот модель Gemma 4 31 Big Cloud. Она вам понадобится. Ну, не обязательно, кстати, она, да, вы можете, в принципе, другую модель использовать. Просто там я в LM Studio использовал Gemma 4 26B, да, там немножко полегче модель. А если вы можете даже 31B, ну, чтобы прям такая же модель была, то есть вы можете здесь прям вот такую же использовать модель, но у вас здесь ее, скорее всего, не будет, да, и чтобы она вот здесь появилась, вам нужно как минимум посмотреть вот этот вот ролик про Ollama. Здесь в этом ролике я рассказывал про менеджер для Ollama, и сейчас я его загружу, и мы им воспользуемся, чтобы найти просто необходимую нам модель. А вот сюда вот переходим, да, запускаем этот менеджер. В этом ролике я там все рассказываю, как это запустить. Опять же, это все бесплатно доступно. Я на своем репозитории GitHub это все выложил уже давно. Нажимаем вот сюда, вот Ollama Store. Можно на официальный сайт, конечно же, перейти, но здесь просто поудобнее немножко, наверное, этим пользоваться. Здесь функционал побольше. Мы пишем Gemma. Для поиска Gemma 4 нажимаем Search, найти. Вот она Gemma 4. Находим здесь немножко ниже, перелистываем. И находим здесь, вот она, это Gemma 31 Big Cloud. По ней нажимаем. И теперь нам нужно вот это вот скопировать. Вот сюда вот это нужно вставить. Ctrl-V и нажимаем Install. Вы как бы включаете онлайн-модель. По умолчанию она у вас, скорее всего, будет недоступна. Но если вы сюда введете, нажмете Install, то вы вот эту модель просто включаете. Она у вас скачана не будет. Это онлайн-модель. И в этом случае она у вас появится вот здесь, вот как у меня сейчас. Вот. Но нужно обязательно зарегистрироваться. Поэтому видео там посмотрите. Там нужно зарегистрироваться в Ollama. Это все бесплатно. Там вот через Google аккаунт, можно это все там сделать. Вот платить там ничего не нужно, и вот этими онлайн-моделями бесплатно вы сможете пользоваться. Смотрите, здесь то же самое, да, соответственно, этот текст подредактируется по вот этому словарю. Словарь тот же самый, как и для LM Studio, о котором я вам рассказывал, но повторяться не буду. Эти все узлы с текстом те же самые, и смысл тот же самый. Выбор языка дальше, опять же, тот же самый. Здесь Ollama используется. Мы используем прям вот эту большую Cloud модель 31B для перевода. Вот. Lибо скачиваем модель HiMT 1.5, 1.8B, вот, которую я вам показывал для LM Studio. Да. Можно такую же модель скачать для Ollama. Она, естественно, будет намного быстрее работать, чем вот такая онлайн-модель. Онлайн-модели очень медленно работают, то есть их основной недостаток – скорость. У меня, например, вот в LM Studio 26B модель работает значительно быстрее, чем онлайн вот такая вот модель. Но тут же опять все зависит от ресурсов, от вашей видеокарты. Если она позволяет такие модели тянуть, конечно же, используйте свою видеокарту, это будет быстрее. Но есть вообще, в принципе, третий вариант. Давайте я это сейчас выключу, байпас наложу. Вот, вот эту вот группу включу. Смотрите, мы вот здесь получаем какой-то текст, и мы сможем вот сюда уже откорректированный текст, в принципе, вручную ввести, и вот сюда вот его подать. Вот, можем, в принципе, его даже подать прямо сразу вот сюда вот, в конечный вот такой вот узел. Соответственно, здесь вам нужно будет как-то с помощью онлайн-модели, например, Gemini это откорректировать. У меня есть вот такой вот бот Gems. Вот он этот бот, это Subtitles Restore, восстановление субтитров. Опять же, он у меня написан
под меня. То есть там у меня системный промпт такой же, в принципе, используется, как я вам сейчас показал. Но может немножко там как подредактирован немножко. А здесь вы его просто включаете и вставляете этот текст прям гигантский, да, который вы там можете взять. Но опять же учтите, что есть здесь тоже определенный контекст. И если не проходит это по контексту, то вставляете с разбиением на вот эти чанки, которые я здесь вам рассказывал. Да, то есть можете поставить уже на большее количество чанок разбиение, то есть не обязательно там вот такими маленькими кусками это все вставлять, как для онлайн-модели. Здесь можете на 10 тысяч токенов, например, разбить, чтобы тексты такие покрупнее были. И вот отсюда уже тогда будете эти куски как бы по очереди забирать и в онлайн-модель подставлять. Просто вставляете, нажимаете «Отправить» и получаете отредактированный текст. Также можете потом сказать «Переведи» там на любой язык, и у вас в итоге будет перевод на любой язык через онлайн-модель будет сделано. А вот сюда это все вставляете, вот в этот узел, и вот это вот тогда вот соединение просто соединяйте вот сюда вот все. Тогда вы будете как бы исключать вот эти вот локальные модели. То есть такой вариант тоже возможен. И по качеству будет, скорее всего, даже лучше. Но только это будет не локальный уже вариант, не автоматизированный. То есть ручками там придется что-то закидывать и оттуда вставлять. Соответственно, сюда вы вставляете весь этот текст по очереди, друг за другом, и набираете весь комплект. Как бы если вы на чанке, если его разбивали, подключаете вот сюда, соответственно, и дальше у вас уже работа пошла. Соответственно, мы переходим дальше, да, в нашем случае мы остановились вот так вот, мы соединили LM Studio вот отсюда, да, видите, вот специально вот эти вот реруты здесь добавляю для того, чтобы вы понимали, где, в принципе, конец этой группы, да, что вот отсюда нужно перенести соединение, а когда мы работаем с OLAM, то вот отсюда это соединение нужно переносить, то есть чтобы вы понимали, где конец этой группы, откуда нужно текст взять. То есть для этого эти реруты я, в принципе, здесь составляю. Итак, мы перешли к этапу озвучки, да, для того, чтобы эту озвучку нам сделать, нам нужно, получается, то, что мы здесь напереводили, нужно теперь что из этого сделать? Нам нужно убрать вот эти вот временные метки для того, чтобы это подать в модель озвучки текста. Но подать это нужно будет именно с разбиением на временных метки. То есть, если у нас есть вот такая временная метка, то нам нужно вот этот кусок предложения подать как отдельный как бы участок текста, как отдельный текст. Вот потом вот этот вот текст подать как другой уже текст, потом подать вот этот текст как другой и так далее. Зачем это сделано? Чтобы потом это все можно было корректировать и подгонять под вот эти временные интервалы. Это очень важно. Если этого не сделать, то у вас просто получится, скажем, итоговое аудио совершенно другой длины, не такой, как у вас видео. И с этим сделать вообще ничего невозможно будет. Как бы у вас видео на 50 минут, а итоговое аудио у вас, которое для этого видео у вас напереводилось, получится там на 2 часа. И что с этим делать, непонятно. Соответственно, для этого идет вот это разбиение на отдельные куски. И потом есть там еще отдельный узел, мы сейчас до него дойдем, который будет, скажем, корректировки, коэффициенты добавлять и корректировать продолжительности этого текста, ускорение либо замедление его, для того, чтобы уложиться в этот временной интервал. Этот узел делает, как я говорил, 2 выхода, то есть первый выход он оставляет с временным интервалом, но с разбиением на батч, то есть у вас вот этот весь большой текст разбивается вообще на чанки, на вот эти куски по временным интервалам. То есть это будет один кусок, это будет второй кусок и так далее. Отсюда будет выходить с временным интервалом, а отсюда будет выходить без временного интервала для TTS-модели. Итак, смотрите, вот в главной схеме вот это у вас не будет, вот это у вас будет, наверное, да. Давайте, наверное, по порядку начнем вот с самого основного. А вот эта вот группа для озвучки, это просто дубликаты групп, то есть это у нас OmniVoice, для тех, кто любит OmniVoice и кто считает это более правильным. Качество звука лучше, как я говорил, но стабильность и правильность озвучки очень хромает. Особенно на русском языке, на английском, кстати, лучше, да, но все равно хуже, чем через Cozy Voice. Вы сможете сами попробовать это, протестировать. Я, может быть, вам в конце покажу пример. Итак, пришло, наверное, время послушать, что у нас за исходное аудио и что у нас в итоге там получается после озвучки. Давайте запущу. Всем привет, с вами канал StableDiff. Вышел очень классный апскейлер, который действительно будет заменой Supiro. Хорошо, вот такого вот небольшого промежутка будет вполне достаточно. А дальше давайте посмотрим, что у нас в итоге за аудиоотрывок получился. Запускаю. Friends, hello everyone.
Welcome to the channel Stable Def. We released a very impressive upscaler that will truly become a replacement for Superior. It's suitable for upscaling photos, artworks, various images, and also videos. А вот такой вот перевод вначале там было очень быстро, но здесь, в принципе, сам текст такой достаточно короткий. Сейчас я вам дальше покажу на более большом видео. Вы посмотрите, во-первых, и на продолжительность работы, и так далее. Сейчас мы это все разберем. Так, здесь у нас ниже есть мультиспик. Если вам нужно именно мультиспик, то это байпасим, а вот это снимаем здесь байпас, соответственно, отсюда вот соединяем вот сюда вот это тогда все. А также давайте вернемся сюда. У нас должно быть мультиговорящее аудио изначально, да, там два должно быть спикера как минимум. Здесь мы должны тогда были бы включить спикер dearization, то есть разбиение на спикеров. Если вы используете Cozy Voice, как я, то выбираем вот такой вот формат пометки спикеров. Первый, который по умолчанию выбран. Если OmniVoice, то вот это второй вариант. Вот, ну, шаблоны как бы пометки спикеров, это важно. Также, если вы используете Cozy Voice и используете многоречевую озвучку, то здесь нет варианта выбора модели, как я вот здесь выбирал в первом варианте. Да, как создавать эти модели, кстати, я про это говорил. Есть у меня вот такое вот видео про Cozy Voice, вот такое вот. Там я рассказывал, там есть специальная схема даже, как вот эти вот модели создавать. Зачем вообще эта модель здесь нужна? Почему нельзя просто подать, скажем, вот такую вот аудиодорожку нам вход и ее как бы использовать. Дело в том, что вот эта дорожка на вход, если вы будете подавать, она будет каждый раз просчитываться заново. То есть у вас как будто клонирование голоса идет каждый раз заново. Это очень здорово тормозит сам процесс озвучки. Если вы используете вот такую модель, то это все гораздо быстрее. То есть у вас уже есть готовые модели, которые не нужно заново распознавать эту речь на вход, клонировать как бы этот голос, да, это достаточно большой промежуток времени может занять, если у вас много предложений, да, вот таких отрывков. А здесь, как я вам говорил, у нас разбивается на вот такие отрезки отдельные. И каждый отрезок – это отдельная озвучка. Вот, поэтому здесь определенно нужно использовать именно модель. Пусть даже менее точно клонируется голос, но будет это все гораздо быстрее. Гораздо быстрее будет работать, поэтому здесь вот так. Но если мы используем мультиспик, то здесь такой возможности в принципе нет. Поскольку я не переписывал узлы Cozy Voice, либо там OmniVoice, это я сознательно делал, потому что завтра выйдет новая модель TTS, и мы сможем новую модель использовать. Я не стал подгонять вот это под какую-то свою там модель переделанную. То есть вы здесь можете вставлять просто любую модель TTS, которая вам нравится. Здесь мы опять же вставляем, получается, несколько спикеров, то есть первый, второй спикер, и уже аудио сразу загружаем, то есть прямо сюда закидываем референс аудио говорящего, да, то есть какой у вас будет голос. И здесь, естественно, это будет все существенно дольше, потому что, ну, как я говорил, здесь модель вот эта не поддерживается, и будет каждый раз вот это вот, скажем, клонирование голоса происходить. Ну и третья модель для озвучки, естественно, чтобы вы могли с помощью OmniVoice это сделать, и я добавил сюда вот такую вот группу для работы с OmniVoice. По скорости работы, в принципе, очень похоже она работает на то, что вот выдает Cozy Voice. Я единственное заметил, здесь каждый раз вот этого клонирования голоса не происходит. То есть он один раз клонирует, а дальше он каждое предложение по отдельности озвучивает. И по скорости получается, мне кажется, даже немножко побыстрее. Но качество речи в конце, сам звук, сам голос, он хороший получается, конечно, здорово клонирован, но вот именно произношение какое-то, как у Арнольда Шварценеггера, скажем, с буквой «Р», там вот это вот, но поскольку я закидываю, например, свой голос, он так, наверное, и делает. А все-таки Cozy Voice, он как-то подстраивается под язык, на котором он должен говорить, и получается все гораздо интереснее. Мне понравилось больше на Cozy Voice. Сами смотрите, можете и так это делать. В конечном итоге у нас есть вот такая вот группа. Здесь у нас исходное видео и конечное аудио. Они сшиваются в едино, а исходное аудио у нас может быть либо удалено полностью, если мы выбираем первый и второй вариант, либо оно может быть замьютировано немножко, и то есть там, например, 10% громкости, либо 20%, а 100% громкости, например, или там 90% у конечного аудио. Единственное, обратите здесь внимание, здесь есть пометки fast, а вот это уже совсем не fast. То есть, если у вас большое видео, и вы хотите, чтобы исходная, скажем, аудиодорожка немножко так тихо пробивалась, то придется вот это выбирать вариант, и это будет, существенно дольше.
То есть вот то, что сейчас выбрано, это просто моментально. То есть даже большое там несколько-часовое видео, оно просто проигрывается, лэзи проигрыватель используется, вот, и на него просто накладывается аудиодорожка другая. Вы, естественно, это можете прям сохранить, и конечное видео с переозвучкой у вас будет сохранено прям отсюда, моментально. И, кстати, вот еще один момент, я вам забыл сейчас сказать. Когда вы используете вот этот вот узел, он, конечно же, хорош тем, что может загружать большие видео, но у него есть небольшой косячок, от которого избавиться в коде так просто у меня не получилось. Поэтому я вам просто покажу, что нужно будет сделать. Переходим в Config, переходим в Input. И здесь вот эти видео, которые вы сразу загружаете, они будут сохраняться в Input. И, ну, сами понимаете, большие видео, там многочасовые, они многогигабайтные могут быть. И многогигабайтные видео у вас будут храниться в input. Потом не забывайте их отсюда просто удалять. Вот, сами они отсюда не удалятся. Это вот такой вот недостаток этого узла. Но приходится чем-то жертвовать, чтобы, в принципе, сюда это вообще можно было бы как-то загрузить. Итак, смотрите, ну, в принципе, на этом я про схему, про это вам все рассказал. Давайте теперь сделаем несколько тестов и посмотрим, как это все звучит. Для начала я закину вот такое вот видео на 5, ну, на 6 минут. Если мы сейчас нажмем play, то никакого проигрывания здесь не будет, никаких подрезок здесь тоже не будет, оно просто загружается и может дальше работать целиком. Именно большие видео, ну, нельзя здесь подрезать. Давайте нажмем run и посмотрим, за сколько здесь отработает именно 6-минутное для начала видео. Что у нас получится на выходе на английском языке, на китайском, например, языке. Ну, на других языках не буду пробовать, а потом загрузим 40-минутное видео и посмотрим на продолжительность узлов, насколько быстро они отработали на большом видео и что у нас вообще там получается. Смотрите, Giga AM у нас уже отработал с 12 секунд. Работает очень быстро, то есть 6-минутное видео с 12 секунд вот на моей видеокарте. Но это 5090, но на 3060 это работает тоже быстро. Обращайте внимание на VRAM. Потребление очень маленькое, практически на любой видеокарте, наверное от 8 гигабайт эта транскрибация должна работать. В плане LLM модели у вас всегда есть выбор, вы можете онлайн-моделью воспользоваться, либо OLAM. Итак, обратите внимание, здесь опять же разбивки на чанки никаких нету, потому что 3000 токенов здесь не было превышено, поэтому текст здесь целиком и здесь, и здесь. Но мы сейчас обязательно посмотрим на 40-минутном видео. Итак, LLM модель у нас тоже отработала за 21 секунду на моей видеокарте. Gemma 426B, эта модель, кстати, достаточно быстрая, поэтому работает она тоже быстро. И модель для перевода вообще за 8 секунд, до 7,5 секунд отработала. То есть вот такой вот перевод она выдала на английском языке. Дальше у нас это все прошло вот этот узел, разбилось на отдельные предложения, то есть на вот эти разбивки по временным интервалам, то есть на участки, да, вот такие. И вот эти отдельные участки подаются в Cozy Voice для озвучки. И каждый участок потом с помощью вот этого узла будет подгоняться под временной интервал. А временной интервал, естественно, у каждого предложения свой, вот такой вот. А разбивка на 3 предложения. Почему так? Потому что это позволит как бы немножко, ну, сгладить скорости, то есть в течение 3 предложений где-то вы говорите медленнее, где-то быстрее, поэтому это позволяет немножко усреднить, скажем, скорость произношения, и на английском языке это будет звучать более правильно. Если будут совсем маленькие предложения, то там, как правило, какие-то большие скорости, либо медленные скорости получается, но не очень это все правильно звучит. Опять же, вот эти разбиения на предложения, я еще раз вернусь, у нас видео все-таки большое, вы уже, может быть, и забыли, о чем я говорил, это про вот это вот. То есть здесь вы можете и 5 предложений поставить, подгоняйте под себя, то есть смотрите, что вам больше подходит, что лучше работает для определенных задач. Вот для вот такого вот видео мне показалось, что 3 предложения нормально работают. На всякий случай модель Cozy Voice, она у вас на автомате скачается либо с ModelScope, либо с Hugging Face. Если с Hugging Face у вас должна быть в переменных средах в Windows обязательно токен, как я вам показывал для вот этого узла, но только в переменных средах Windows он у вас должен быть вставлен. Итак, озвучка у нас уже есть, 219 секунд у нас 6-минутная озвучка заняла, но переозвучка это не такой быстрый процесс, как транскрибация. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь у нас видео уже конечное с новой дорожкой аудио. Запускаем. Hello everyone, this is Stable Def Channel. A little additional information about PID Upscaler, which was shown in last video. Some issues have been identified that affect the quality of this upscaler. For whatever reason, this video was produced with such a banner. That's what we're talking about right now. Хорошо, ребят, смотрите, озвучка есть, да, но давайте
посмотрим, что у нас получится с помощью модели OmniVoice. Да? Наверняка вам интересно, что получится с помощью OmniVoice, если мы сейчас ее включим. А насколько по времени это будет быстрее, дольше, и какое качество озвучки в итоге будет. Запускаем и смотрим. Смотрите, OmniVoice немножко побольше видеопамяти потребляет. Обращайте внимание на потребление видеопамяти. Если оно у вас 99 забивается, это нехорошо, это у вас, соответственно, такая озвучка может быть очень-очень долгая, просто из-за того, что видеопамять забилась. Здесь я добавил специальные узлы для выгрузки видеопамяти, и вот здесь тоже, и для выгрузки кэш тоже. Если у вас там что-то не устроит, вы заново запустите генерацию, то вот эти два узла обязательно. Иначе этот узел, он немножко не оптимизирован, начинает забивать видеопамять очень сильно. Даже на моей видеокарте забивался, я не понимал, в чем дело. Дело в том, что просто оптимизации там нет. Нужно обязательно выгружать кэш и видеопамять. Ну, больше кэш, наверное, даже. Вот, чтобы повторная работа этого узла была корректная. Также про OmniVoice на моем канале не было видео, я на стримах про него рассказывал, показывал, то есть для коротких озвучек он очень классный, хорошее качество звука. Вот сюда вот загружается ваш референс голоса, здесь я загрузил свой голос, прямо вот сюда перетаскиваете. Вот, и этот референс голоса будет использоваться для озвучки. Очень точно клонируется голос, намного точнее, чем в Cozy Voice, но стабильность с произношением, особенно на русском языке, хромает. Но и на английском языке тоже такое своеобразное произношение. Буква R очень прям резко произносится, но, видимо, это связано с точностью клонирования. Поскольку я говорю на русском, да, вот в этом вот отрезке, то и результат получается, с учетом вот этого вот референса моего голоса. Наверное, может быть, это и справедливо. Итак, пока мы говорили, смотрите, по времени этот узел отработал за 116 секунд против там 229 секунд с Cozy Voice. Смотрите, здесь даже быстрее получилось, в 2 раза причем. То есть озвучка в 2 раза получается быстрее. Давайте сразу посмотрим на видео и на озвучку, которая с OmniVoice у нас получилась. Запускаем. Hello everyone, this is Stable Diff channel. A little additional information about PED upscaler, which was shown in last video. Some issues have been identified that affect the quality of this upscaler. For whatever reason, this video was produced with such a banner. That's what we're talking about right now. Some people complained that the upscaler wasn't working well, and the results were poor. Yesterday, during the stream, it was discovered why the results were. Ребята, если кто-то разбирается в английском языке хорошо, да, насколько правильно, скажем, переозвучка произошла здесь на OmniVoice и на Cozy Voice, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Я, скажем, не спец в английском языке, мне будет интересно ваше мнение, да, знать, насколько хорошо и правильно произносите на OmniVoice. По крайней мере, на английском языке, вот, может быть, там на китайском она как-то лучше, да, будет произносить. Но смотрите, если это хорошо, да, если это правильное произношение и безошибочное, то, конечно же, OmniVoice интереснее и по скорости, и по качеству, и по точности клонирования голоса. То есть по всем параметрам буквально лучше. На русском языке я точно знаю, что OmniVoice очень много ошибок делает. Он очень сильно ошибается, если особенно длинные тексты какие-то будут сложные, там, витиеватые какие-то фразы. Он 100% вам ошибется, и потом это исправить будет достаточно сложно. Давайте заново попробуем воспользоваться Cozy Voice, но теперь на китайском языке. Например, давайте переключимся вот таким вот образом на Chinese, на китайский язык, и попробуем переозвучить с помощью Cozy Voice, послушаем, что у нас получится. Просчет у меня сейчас идет, и я забыл первый раз соединить вот это вот соединение. У меня было отсюда соединено от OmniVoice. Заново пришлось пересчитывать. Если вот отсюда соединить и заново запустить. Вот этот узел Cozy Voice, он немножко кривоватый. И вроде бы фикс стоит сид, да, но он заново начал просчитывать почему-то. А считает он достаточно долго. Вот, не знаю, в чем дело, но узел, немножко недоработанный. Вот, 254, опять же, секунды. Долго работает, вот, дольше, чем OmniVoice, хотя потребление видеопамяти очень низко, там 18%. А этот узел сшиватель, подгонятель под временные интервалы, работает очень быстро. Давайте послушаем, что у нас получилось на китайском языке. Запускаем. 大家好，这里是 Stable Dev 频道。关于 PID Upscaler， 在之前的视频中已经有所介绍。我们发现了一些会影响该 Upscaler 性能的因素，以防万一。这个视频就是关于这个 Upscaler 的。现在我们正在讨论这个
В общем-то, вот такая озвучка неплохая, мне кажется, получилась. Давайте попробуем то же самое, наверное, сделать на OmniVoice. Ну уж раз на китайском языке начали, да, делать, давайте посмотрим уж, как на китайском OmniVoice справится. К тому же он быстрее работает. Нажмем опять же Run и дождемся, пока генерация произойдет. Не забываем вот это соединение соединить, то есть отсюда аудио подавать, чтобы... Но здесь, кстати, перепросчитывать заново с OmniVoice не придется. Этот узел корректно работает, нормально. Он что и входную аудиодорожку заново не клонирует каждый раз на каждом этапе. Также и перепросчет не делает, если мы зафиксировали сит, а здесь сит также зафиксирован. То есть этот узел работает уже исправно. Смотрите, здесь я забыл вот это вот убрать, British акцент. Наверное, нужно было его убрать, а Chinese акцент, наверное, стоило бы поставить. Но когда мы на английский переводили, я что-то не заметил, что там был британский акцент. Он рэп произносил прям очень четко. Мне кажется, что не функционирует эта вот штука как-то корректно, поэтому давайте посмотрим, что с ней у нас получится. Потребление видеопамяти здесь до 35 где-то доходит, а на Cozy Voice до 18. Смотрите, у меня 32 гигабайта видеопамяти, соответственно, 30% это, ну, где-то около 12, наверное, будет. То есть где-то 12 гигабайт видеопамяти вам потребуется, чтобы на OmniVoice, наверное, работать, ну, быстро, скажем. А на Cozy Voice можно и, наверное, 8-гигабайтная видеокарту какую-то иметь, чтобы это работало тоже более-менее, ну, как условно быстро. Cozy Voice в 2 раза дольше по-любому работает. Итак, смотрите, у нас уже все готово. Обратите внимание, насколько быстро сшивается видео и аудиодорожка, то есть 4 секунды, ну, практически моментально. Ну, при условии, что мы здесь выбираем либо первый, либо второй вариант. Вот давайте послушаем, что у нас на OmniVoice получилось. Запускаем. 大家好，这里是 Stable Diff 频道。关于 Byte Upscaler，在之前的视频中已经有所介绍。我们发现了一些会影响Byte Upscaler 性能的因素。以防万一，这个视频就是关于这个 Upscaler 的。现在我们正在讨论这个问题。有些用户反馈说，使用这个 Upscaler 时效果并不理想。昨天在直播中我们发现为什么 Ребята, если у нас есть китайцы, то скажите, насколько OmniVoice правильно произносит. Я, к сожалению, не понимаю китайский. Вот, и если он правильно произносит, то, ну, голос очень четко клонируется, он прямо реально мой почти. Разницы я, наверное, не замечу, если услышу вот запись какую-то свою, вот такой клонированный голос, практически один в один. Понятно, что как будто я его и произношу вот своим вот способностями говорить, там, произносить буквы «Р» там, и так далее, то есть на русском языке он вот прям вот так все это произносит. Но насколько это правильно, не знаю. То есть если есть специалисты по китайскому языку, то, пожалуйста, напишите, что у нас там с произношением, с правильным произношением китайского. Другие языки пока пробовать не будем. Давайте попробуем, знаете что, попробуем мы мультиспик. Я сразу загружу мультиспик. Это просто будет аудиодорожка в MP3. Соответственно, на выходе мы получим аудио, да, но видео там будет ошибка. Но и пускай ошибка будет, мы аудио прослушаем, его сможем сохранить. Сюда я загрузил вот это вот аудио небольшое. А здесь мы выбираем тогда спикеров, Diarization. То есть у нас будет 2 спикера там. И выбираем с помощью Cozy Voice мы будем это озвучивать. Далее мы, давайте дальше пройдем вот здесь. Здесь у нас все то же самое, ничего не меняется. Здесь мы давайте выберем английский язык. Давайте на английском языке это сейчас все здесь сделаем. И выбираем у нас вот эту вот группу. Нет, не вот эту, а вот эту нижнюю группу, где у нас мультиспик, да, подключаем вот сюда. Вот это можно выключить, чтобы не было просто ошибки. Но, в принципе, оставьте, да. Пускай будет ошибка лучше, а то потом забудете включить, когда будете озвучивать, скажем, с Cozy Voice видео какое-нибудь, да, и оно у вас потом сюда не вставится, а Cozy Voice придется заново все это потом перепрочитать, потому что узел кривой. Cozy Voice выбираем, сюда загружаем одну аудиодорожку, вторую аудиодорожку, а сюда мы, значит, будем подавать вот этот вот голос. Это у нас что здесь? Давайте посмотрим. Это женщина у нас, а здесь у нас это мой голос, мужской, второй. Итак, запускаем генерацию с несколькими спикерами. Здесь обязательно выбираем Diarization. Выбираем 2 спикера, потому что у нас 2 спикера. Вот один минимум оставляем, да, и 2, соответственно. Здесь выбираем, если 2, если там 3, 4, то соответствующую цифру. Вот этот вот вариант расставления, ну, оформления как бы
спикеров, да, то есть их обозначения выбираем. Если мы Cozy Voice будем использовать, а сейчас мы будем давайте использовать Cozy Voice. Если будете OmniVoice, то вот этот вариант специально я под эту модель подготовил здесь. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот у нас временная метка, дальше у нас идет спикер, опять же двоеточие, и предложение, да, у нас по одному предложению здесь говорит. А дальше у нас следующий спикер, и опять же метка, вот и это у нас женщина сначала задает вопрос, давайте послушаем исходник, что у нас там вообще было изначально на аудиодорожке. Здравствуйте! Сегодня мы обсуждаем одну из самых интересных новинок в сфере генерации звука – модель Cozy Voice 3. Технология, она действительно задает новые стандарты в синтезе. Это я тоже делал на OmniVoice, по-моему, даже. То есть вот такой вот мультиспик. Ну и получается у нас первое – это женщина, B – это мужчина. Итак, дальше у нас моделька уже LLM вот это вот прошла, обработала то, что у нас написано. Если обратить внимание, то не тронула ни временную метку, ни спикера. То есть это она здесь не трогает. Вот, перевод у нас дальше, опять же, с помощью LM модели. Вот такой вот получился, опять же, ни спикер, ни временная метка здесь не тронута. А здесь мы обращаем внимание, что у нас A это должна быть женщина, так и есть, а B это у нас мужчина. Все правильно. Теперь дожидаемся переозвучки и послушаем, что у нас получится. Итак, в конце мы получаем вот такую ошибку, да, но она сейчас уже скрылась. Ошибка была просто из-за того, что видеопотока нету, да. Мы могли бы забайпасить, чтобы эту ошибку не получить, но ничего страшного. Пускай она будет, мы аудиодорожку получили. Давайте послушаем, что у нас в итоге вышло. Hello, today we're rediscussing one of the most interesting new developments in the field of sound generation, the Cozy Voice 3 model. We have a technical expert as our guest. Hello, thank you for the invitation. I'd be happy to talk about this technology. It truly sets new standards in speech synthesis. First, please explain in simple terms what Cozy Voice is and how it differs from previous versions. In short, it's a cutting-edge text-to-speech neural network. Its main feature... Я думаю, вы поняли, да? То есть озвучка у нас с двумя голосами также есть. Соответственно, мы можем делать транскрибацию с диаризацией голосов и потом делать озвучку с несколькими голосами. Смотрите, для OmniVoice, если вы хотите на OmniVoice озвучивать тоже несколькими голосами, такая возможность тоже есть. На Boosty я, наверное, приложу сюда 4-ю группу, уже с мульти-озвучкой для OmniVoice. Там абсолютно все то же самое. То есть вы также выбираете, каким голосом, куда там подключать. И просто уже с помощью вот такой вот модели все это будет. Сам вот этот основной узел там практически ничем не отличается, кроме несколькими вариантами подачи голосов. Я думаю, вы разберетесь очень легко, с учетом того, что я про OmniVoice вот здесь вам рассказал. И давайте сделаем следующий, последний эксперимент. Мы загрузим 40-минутное видео и посмотрим, как оно у нас переозвучится, за какой промежуток времени, какие будут потребления видеопамяти. Я вам тоже это все расскажу. Это мы отключаем, подключаем обычный Cozy Voice. Вот такой вот. Опять же, на Cozy Voice будет все в 2 раза дольше. Лучше, конечно, через OmniVoice это сделать. Давайте, наверное, через OmniVoice сделаем, чтобы я сейчас здесь не ждал. Мне тоже что-то не хочется ждать 40-минутное видео. Это озвучить, потому что все-таки я записываю видео, да, не делаю это для какого-то дела. Просто по времени ориентировочно OmniVoice работает в 2 раза быстрее, чем Cozy Voice. По качеству, как это все звучит, вы уже все слышали. Итак, давайте сюда загрузим большое видео. Я возьму свое видео с диаграмма на 40 минут, по-моему, оно у меня было записано. Просто посмотрите, как оно быстро загружается, то есть как этот процесс происходит при большом видео. Видите, здесь у нас есть процент загрузки, это не моментально, конечно же, происходит, то есть время какое-то для этого требуется. Дожидаемся. Итак, загрузка у нас завершена, примерно это заняло у нас около минуты, наверное, может быть, чуть поменьше. 40 минут видео здесь стоит старый тайминг, не обращайте внимания, видео реально загружено. Можно обратить внимание на вот эту верхнюю строчку, оно показывает, что это видео реально загружено. Если здесь что-то там другое окажется, предыдущее, да, видео, либо аудиодорожка, то это означает, что оно не загружено по какой-то причине. Может быть, там формат какой-то у вас специфичный. Но в данном случае загружено, то есть здесь мы можем это точно видеть.
Временной интервал не смотрите, то есть он просто Conf.ui не может это прокрутить. Итак, давайте посмотрим на все настройки. Diarization мы здесь включаем в данном случае. 3 предложения выставляем. Word Time Step мы, естественно, включаем. Нам временные метки эти будут нужны. Модели оставляю те же самые. Язык перевода на английский давайте сделаем. Здесь мы выбираем, соответственно, OmniVoice. Да, мы решили не Cozy Voice, а OmniVoice выбрать. Вот, по ней будем судить, а Cozy Voice по времени будет просто в 2 раза дольше, но потребление видеопамяти там будет примерно в 2 раза меньше на нем. Вот, если вам это очень нужно, да, перевести именно, то, я думаю, можно и на Cozy Voice там 30 минут подождать. Вот, я ролик записываю, просто уже не могу, честно говоря, ждать, поэтому не хочу в 2 раза дольше ждать. Все, теперь мы можем запустить. И давайте дождемся окончания. Я пока пойду попью чай. Вот приду, когда это все закончится, и посмотрим на время, за сколько какой узел отработал, и что у нас в итоге вот в этих блоках получилось при разбиении на чанки. Итак, у нас видео просчиталось, но, к сожалению, в превьюшке мы здесь его не видим. Но, тем не менее, оно сохранилось. Давайте откроем Conf.ui, откроем здесь Output, найдем видео. И вот в самом конце вот здесь есть наше видео. Давайте я его сейчас запущу и посмотрим, что у нас там получилось. Hello everyone, this is StableDiff channel. Recently, a very impressive model called Ideogram Firo model has been released under open source. It's truly a top-tier model that is now available in open source and it's accessible to you locally. This model can do it's very convenient. There are several modes. Turbo that comes out of it. We also have a description of the girl, so we can change. Parameters are versatile. They support integers, floating point numbers, and available. Also, the bot in Gemini will give you detailed suggestions. It works great all the time, and you can modify it. В общем-то, вот такое у нас видео в итоге получилось. Это действительно большое видео на выходе, то есть вот как оно было. Вот так, озвучку, как вы сейчас видели, но это OmniVoice, опять же. По времени у нас OmniVoice отработал за 743 секунды. Это примерно около 12 минут, что-то такое. А если бы мы запустили на Cozy Voice, это примерно в 2 раза дольше было бы. Это около 25, наверное, может быть 30 даже минут получилось бы. Но еще раз напомню, видео у нас все-таки 41 минута там. То есть получается это быстрее все равно, чем это видео воспроизводится. Но это на видеокарте 5090. Естественно, на других видеокартах это будет дольше. По потреблению ресурсов, смотрите, видеопамяти больше не стало потребляться. То есть сколько было изначально, а вот потребление видеопамяти столько же осталось. Это благодаря тому, что мы на чанке разбиваем, ну, то есть на вот такие вот блоки весь наш текст. А транскрибатор, кстати, вот GigaAM работает очень быстро. Смотрите, 78 секунд, 41-минутное видео он обработал. Это очень быстро, то есть за 1 минуту буквально. То есть в 40 раз быстрее, чем это видео воспроизводится. То есть работает реально быстро. Если как транскрибатор использовать, то вообще шикарно. А здесь, соответственно, вот таким вот образом, видите, на чанке это все разбивается. То есть раз блок, второй блок, третий, четвертый, пятый, шестой блок. Еще раз напомню, что вот это разбиение на вот такие вот блоки, да, здесь мы видим вот целиковый текст, а вот это разбитый на блоки. Это разбиение на блоки исключительно для работы LLM модели. Потому что LLM-модель не переварит целиковый текст большой. То есть она просто захлебнется, и видеопамять у вас закончится. Либо она просто не выдаст вам конечный ответ, то есть в полной мере. То есть не хватит контекста просто для этого. Вот, в данном случае мы используем вот такую вот Gemma 426B модель. Она отработала очень быстро, 128 секунд всего лишь, на такой вот большой текст. За эти 128 секунд эта модель по-блочному вот таким вот образом его откорректировал. StableDiff стал StableDiff. Здесь они вот такая вот фраза, да, Stable Dive какой-то. Ну и так далее. Тут остальные термины тоже, там Gemma 4B и так далее. Она все эти модели знает. Многие названия она знает, соответственно, она их правит, там на английский переводит. И опять же, мы обязательно подсказываем вот нашим вот таким вот словарем. То есть в словаре у нас содержатся определенные термины, которые эта модель должна правильно скорректировать. А здесь у нас merge текст. Мы просто
объединяем все вот эти блоки в единое целое. Это на тот случай, если мы захотим вот с этим уже текстом работать. Может быть, нам больше ничего и не нужно, мы просто его заберем отсюда, и с ним уже потом как-то будем дальше работать. Там в LM-ку закинем, скажем, выжмем там нужную информацию и так далее. Либо просто в таком виде его куда-то там сохраним себе на будущее, как какую-нибудь лекцию, может быть. А здесь у нас перевод. Если нам нужен переводчик, соответственно, мы включаем переводчик. Мы можем вот эти вот узлы вырубать, то есть мы можем их вот так выделить и забайпасить, скажем, вот, и все остальные группы тоже забайпасить, чтобы они не включались, и остановиться только на вот этой части, либо вообще на вот этой вот части, ее потом подать уже в гему, куда-то там откорректировать там. Можно по-разному этой схемой пользоваться, она просто многофункциональна получается. Здесь мы выбрали, соответственно, OmniVoice, вот, Cozy Voice, не забываем вот здесь переключиться, это разбайпасить, это забайпасить и так далее. Здесь большие видео, видите, они не воспроизводятся. Этот узел не мой, видите, это Not видео, это базовый узел Confi.ui. Он не может воспроизвести такое большое видео. Я свой узел не делал для этого. Наверное, можно сделать узел, который будет воспроизводить такое большое видео. Скорее всего, это можно сделать. Тут смотрите, если бы это был отдельный интерфейс какой-то, то там вполне без проблем это все можно сделать. Но здесь Confi.ui, здесь есть определенные ограничения, чтобы, веб-интерфейс просто у вас не завис, скажем, чтобы он работал эффективно. То есть здесь есть некоторые ограничения по объему файлов, которые воспроизводятся, загружаются. Вот для загрузки мне пришлось написать узел, потому что, иначе эта схема просто не работала с большими видео или аудио. То есть это мне просто пришлось сделать, чтобы это просто все функционировало. Но вот превью я не переделал. Но в целом, опять же, у вас это видео сохраняется в папку Output, вы там его можете открыть, посмотреть. Если видео не очень большое, там в районе 10 минут, то оно здесь воспроизведется. В общем-то, вот так вот такая вот схема. И если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему лайк. Я думаю, вы найдете применение этой схемы либо для транскрибации чисто на GigaM модели. Очень хорошая действительно модель. Очень здорово работает с русским языком и неплохо понимает текст. Если вы хотите именно переводить ролики, то полный концепт этой схемы он вам пригодится. LM-модели, опять же, работу с LM-моделями я оптимизировал. Достаточно неплохо, эффективно работают эти узлы, то есть много видеопамяти лишней какой-то не потребляют, быстро работают и в нужное время выгружают модели. А кучу узлов я там дописал для склеивания, для подгонки, озвучки, да, это вы уже видели все в самом видео. В общем-то, такая схема, надеюсь, вам она пригодится. Заходите на Boosty, там будет подробная инструкция, схема будет приложена. Дополнительно, может быть, коротенькое видео я сниму для того, чтобы показать вам, как в Gemini написать бота. Дело в том, что там бот, который написан, он написан для моих задач. Для ваших задач, системный промпт нужно будет скорректировать. Вот это вот словарь нужно будет обязательно скорректировать под ваши термины, под ваши задачи. Это я вам тут тоже все расскажу, наверное, кратенько. В общем-то, на этом, наверное, будем заканчивать. Всех приглашаю на свои ресурсы. Еще раз заходите, обязательно лайк поставьте, если вам это видео понравилось, напишите какой-нибудь комментарий, желательно хороший. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.